Париж стал свидетелем блестящих шагов Тэхёна в мире моды. Но теперь самый долгожданный момент наконец настал. После долгого путешествия и плотного графика Тэхён из BTS официально вернулся в Корею. А за постоянным прицелом камер молча ждал один человек – Чингук. Этот день был не просто обычным возвращением домой, это воссоединение двух сердец, которые никогда по-настоящему не были разделены. В тот день аэропорт Инчхон снова был полон поклонников, когда Тэхён наконец прибыл в Корею после успешного посещения Парижской недели моды. В элегантном черном пальто и больших наушниках, закрывающих уши, Тэхён спокойно шел под теплые крики и приветствия армии, которые ждали его с утра. За его белой маской появилась легкая улыбка, излучающая спокойную, но харизматичную ауру. Камеры и мобильные телефоны со всех сторон фиксировали каждое его движение, словно не желая упустить ни малейшего момента с послом Сырлин, который только что вернулся из центра внимания международного мира моды. Тем временем, как сообщается, Чингук следил за успехами Тэхёна во время его пребывания в Париже по трансляциям и постам в социальных сетях. Услышав новость о прибытии Тэхёна в Корею, Чингук тут же выразил радость в репетиционной комнате BTS. Некоторые сотрудники даже упомянули, что он прервал репетицию, чтобы посмотреть видео прибытия Тэхёна в аэропорт. С легкой, едва скрываемой улыбкой Чингук тихо сказал окружавшему его персоналу: «Он наконец-то дома». Это простое заявление отражало, как сильно он ждал этого момента, не только как участник группы, но и как давно потерянный друг. Через несколько часов после прибытия в Корею Тэхён, как сообщается, направился в здание HYBE на внутреннее совещание. Именно здесь и произошел самый ожидаемый момент – встреча Тэхёна и Чингука. Чингук уже ждал в вестибюле, одетый повседневно и тепло улыбающийся. Как только Тэхён вышел из лифта, они несколько секунд смотрели друг на друга, а потом разразились смехом. Чингук тут же подошел и похлопал Тэхёна по плечу, сказав: «Ты снова потряс мир, Тэхёна». Тэхён лишь смущенно улыбнулся, шутливо ответив: «Ты тоже не притворяйся, что не гордишься». Атмосфера мгновенно наполнилась теплом и смехом, заставив окружающих улыбнуться, став свидетелями их искреннего товарищества. Воссоединение Тэхёна и Чингука быстро стало вирусным в социальных сетях. Сотрудник, случайно заснявший их теплое общение, поделился коротким видео на одной из платформ, и буквально через несколько минут хэштеги #TaeKakReunion и #YeolchemiBatsk возглавили мировые тренды. Армии из разных стран написали трогательные сообщения, восхваляя их крепкую связь, несмотря на то, что их редко видели вместе на публике. Многие отметили, что взгляд Чингука на Тэхёна был полон гордости и тоски, словно два друга наконец-то воссоединились после долгой разлуки. Корейские СМИ также освещали этот момент, называя его самой теплой встречей в К-поп-индустрии в этом году. После того, как все немного успокоилось, Тэхён и Чингук решили подольше пообщаться в лаунже на втором этаже здания HYBE. С чашками кофе в руках они, казалось, были поглощены непринужденной беседой, изредка прерываемой короткими смешками. Чингук спросил, как Тэхёну в Париже, а Тэхён рассказал о приглашениях от известных дизайнеров и своем общении с мировыми знаменитостями. «Ты там отлично впишешься, все взгляды прикованы к тебе», — с восхищением сказал Чингук. Тэхён просто улыбнулся, посмотрел на своего лучшего друга и ответил: «Но нет места лучше дома, особенно когда ты здесь». Эти слова согрели атмосферу, и они на мгновение замолчали, не из-за неловкости, а потому, что понимали друг друга без лишних слов. Несколько мгновений спустя сотрудники HYBE провели короткое совещание, чтобы поприветствовать Тэхёна. В непринужденной атмосфере Чингук внезапно встал и взял микрофон, привлекая всеобщее внимание. Спокойным, но проникновенным голосом он произнес: «С возвращением, Тэхёна. Возможно, весь мир видел, как ты сиял в Париже, но для нас ты всегда был самой важной частью этого дома». Эти слова были встречены восторженными аплодисментами персонала и теплой улыбкой Тэхёна, который, казалось, был слегка тронут. Затем Чингук в шутку добавил: «Но не веди себя там слишком круто, иначе мы все проиграем». Комната разразилась смехом, и изначально эмоциональный момент превратился в более интимный.
Услышав теплое приветствие Чингука, Тэхён на мгновение опустил взгляд, пытаясь сдержать нарастающие эмоции. Его взгляд смягчился, а улыбка медленно превратилась в благодарное выражение. Затем он тихо сказал: «Я очень скучал по вам всем, особенно по тебе, Чингук». Его слова мгновенно заставили зал замолчать на несколько секунд, прежде чем за ними последовали аплодисменты персонала. Чингук улыбнулся, а затем нежно похлопал Тэхёна по плечу, глядя на него с гордостью и братством. Для многих, кто стал свидетелем этого момента, это было не просто воссоединение, а свидетельство того, насколько крепкой стала их связь после долгого пути друзей, коллег и семьи в таком же суровом мире. После завершения церемонии приветствия Тэхён и Чингук решили вместе покинуть здание HYBE. Их видели неторопливо идущими к подземной парковке, все еще тихо болтающими и тихо смеющимися. Снаружи несколько ожидавших их фанатов фотографировали их, но, похоже, никого это не смутило. По словам сотрудника, Чингук предложил подвезти Тэхёна домой, отметив, что тот выглядит уставшим после долгого перелета из Парижа. «Просто возьми мою машину, отдохнешь по дороге», — сказал Чингук. Тэхён сначала вежливо отказался, но в конце концов, увидев искренность друга, согласился. Когда дверь машины закрылась, наступила тишина, наполненная лишь тихой песней Чингука, простой, но содержательный момент, словно две души понимали друг друга без лишних слов. В машине царила теплая и безмятежная атмосфера. За окном мягко мерцали огни Сеула, фоном играла медленная баллада. Чингук изредка поглядывал на Тэхёна, сидевшего рядом с ним, словно в полусне, прислонившись головой к окну. «Ты, должно быть, очень устал», — тихо сказал Чингук. Тэхён слегка приоткрыл глаза и улыбнулся. «Да, но так приятно снова быть здесь. Спасибо, что подвез меня». Чингук лишь слегка покачал головой, не отрывая взгляда от дороги, а затем ответил: «Я всегда приду за тобой, когда бы ты ни вернулся». Эта фраза мгновенно преобразила атмосферу в машине, не неловкость, а некий невысказанный смысл. Среди мерцающих огней Сеула два друга погрузились в теплоту, не требующую дальнейших объяснений. К тому времени, как они подъехали к дому Тэхёна, была уже глубокая ночь, и воздух был прохладным. Машина медленно остановилась у обочины, и на мгновение воцарилась тишина, прежде чем Тэхён отстегнул ремень безопасности. Он посмотрел на Чингука с мягкой улыбкой и сказал: «Спасибо, что забрал меня и был со мной сегодня». Чингук улыбнулся в ответ, но в его глазах было что-то более глубокое. «Я просто сделал то, что должен был», — тихо ответил он. Прежде чем выйти из машины, Тэхён бросил на Чингука взгляд, задержавшийся на несколько секунд дольше обычного, многозначительный взгляд, в котором смешались тоска и благодарность. «Отдохни немного, Чингуки», — тихо сказал он, прежде чем закрыть дверь. Чингук смотрел, как Тэхён входит в дом, затем слабо улыбнулся и прошептал себе под нос: «С возвращением, Тэ». После того, как Тэхён закрыл дверь и исчез в доме, Чингук несколько минут молча сидел в машине. Свет уличных фонарей мягко отражался в лобовом стекле, а его мысли блуждали по всем воспоминаниям, которые они разделили, от долгих репетиций в качестве стажеров до незабываемых моментов на сцене. Он глубоко вздохнул, чувствуя одновременно облегчение и тепло. На экране телефона появилось уведомление о новом сообщении: «Спасибо, что забрал меня. Ложись спать, сегодня больше никаких репетиций». Сообщение Тэхёна вызвало легкую улыбку на лице Чингука. Он набрал короткий ответ: «Счастливого пути домой, Тэ. Рад, что ты вернулся». После этого Чингук посмотрел на ночное сеульское небо и медленно завел двигатель. На его лице отразилось безмятежное выражение, словно он только что вновь обрел утраченную часть себя. И в конце концов, каждое путешествие всегда приводит домой, туда, где сердце чувствует себя спокойно и где его принимают таким, какой он есть. Для Тэхёна и Чингука дом — это не просто место, это они друг для друга. Они прошли сквозь расстояние, время и суету бурлящего мира, но им всегда удается вернуться с одной и той же улыбкой. В тот вечер они встретились не просто как участники BTS, а как два лучших друга, которые выросли вместе, понимая друг друга без слов. Потому что, как бы далеко они ни зашли, они всегда вернутся вместе и друг для друга. I really hope that you will choose to stay.
are.